В этом ролике пеку очень вкусный несладкий пирог с курицей и сладким перцем. Он хорош и на каждый день, и на праздник, как закуска. Продолжайте смотреть, будет очень вкусно. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. В одном из своих видео я уже говорила, что очень люблю галеты. Они простые в приготовлении, но крутые, и разнообразие просто огромнейшее. Кстати, то был рецепт сливовой галеты, ссылку на него я оставлю в описании под роликом, заглядывайте. В сегодняшнем ролике я хочу показать вам свой самый любимый рецепт теста для галет. Универсальнейшее, и оно, кстати, постное, если для вас это актуально. Получается нежное, хрустящее, рассыпчатое и даже слегка слоистое. Очень классное. В качестве начинки же я выбрала отличное сочетание курочки и сладкого перца. Это классный вариант на каждый день. Удобно брать с собой на работу, а для праздничного стола очень удачно приготовить такие галеты в порционном виде. Такие порционочки на праздничном столе смотрятся особенно удачно, и при этом их удобно сервировать. То есть не надо будет нарезать эту галету и как бы растаскивать между гостями, как это обычно, или там передавать между гостями, как это обычно происходит за праздничным столом. Просто передал тарелку, каждый взял себе небольшую галетку и насладился ее вкусом. Приступаю к приготовлению теста. Список всех ингредиентов я оставила в описании под роликом. Муку можно брать как белую, так и цельнозерновую. Смешиваю муку с разрыхлителем для равномерного распределения. В ковш отправляю масло, воду и соль. Довожу смесь до кипения на плите. Вливаю кипящую смесь к сухим ингредиентам, перемешивая будущее тесто ложкой. Когда вся жидкость будет влита, замешиваю тесто рукой, чтобы вся мука увлажнилась. Тесто приятно теплое. Убираю тесто в пакет и оставляю отлежаться на 15-20 минут. Этим временем я как раз приготовлю начинку. Список ингредиентов для начинки в описании под видео. Первым делом делаю всю нарезку и подготовку, чтобы затем весь процесс шел быстрее. Сперва нарезаю соломкой сладкий перец. У меня перцы были небольшие, так что я взяла 1,5 штучки. Нарезаю полосками куриное филе, толщина около сантиметра. Теперь готовлю соус. Для него смешиваю мед с томатной пастой. Вливаю соевый соус и лимонный сок. Перемешиваю. Хорошо разогреваю сковородку на сильном огне и вливаю растительное масло. Обжариваю куриное филе, помешивая до приятной золотистости. У меня на это ушло 4-5 минут. Снимаю сковороду с огня, добавляю соль и перец. По желанию можно добавить еще какие-то специи. Вливаю к начинке соус и добавляю перец. Перемешиваю. Теперь я присыпаю рабочий стол мукой и раскатываю тесто в пласт толщиной 1,5-2 мм. Тесто приятное, пластичное и упругое. Переношу тесто на противень, застеленный пергаментом. Выкладываю по центру начинку и распределяю ее равномерным слоем, оставляя свободные края около 3-4 см на подгибку. Подворачиваю края теста, формуя красивые складочки. Характерная форма для галеты. Кстати, если вдруг вы пропустили, недавно на моем канале вышел рецепт галеты со сливами на нежнейшем творожном тесте. Ссылку на рецепт оставлю в описании. Поливаю начинку галеты оставшимся соусом. Отправляю пирог с курицей и перцем в духовку, разогретую до 220 градусов на 20 минут или до румяности теста.
Начинка получается в меру влажной, но не слишком, а тесто невероятно хрустящим. Можно экспериментировать с начинками. Это тесто для галет мое самое любимое и подойдет абсолютно для любых начинок. Кроме того, такие галеты можно сделать и порционными. Если этот рецепт вам понравился, ставьте палец вверх под этим видео, оставляйте свои приятные комментарии, я всегда с огромным удовольствием их читаю. Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная» и традиционно подписывайтесь, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик и выход новых вкусных видео вы не пропустите.